Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля, и сегодня я приехала на рыбалку на реку Свислочь и собираюсь ловить фидерами. С собой я взяла только самое необходимое: стульчик, какие-то снасти, 2 фидера, подставочка. Ловить буду предположительно вот отсюда и вот отсюда. 2 фидера у меня. Это Волжанка Pro Sport Elite фидер в росте 3,6 с тестом до 60 грамм. И второй фидер у меня Думчев суперфидер с тестом до 80 грамм и длиной 3,9. Монтажи у меня будут вот такие вот простые патерностеры. Оп. Кормушка здесь у меня 70 грамм. Посмотрим, какая будет стоять. Я не знаю, людей очень много. Весь берег усажен рыбаками. Я вообще такого не ожидала. Это пипец. Так, рассказываю про корм. Значит, корм у меня будет сегодня готовый. Это уже зимний корм, который, в принципе, можно использовать и сейчас. Он, наверное, должен работать, и сейчас мы это проверим. Так, по поводу запаха. Запаха я не чувствую. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому будем надеяться, что у него хороший запах. Добавляю в этот корм немного желтого пища. И добавляю сюда же немного черного печива. Получается вот такая вот зеленого печива. Получается вот такая вот красота. Здесь у меня еще есть ножницы для того, чтобы нарезку какую-то делать. Здесь у меня немножко кормушек, пускай они вот здесь постоят. Здесь у меня немного лиманника, точнее не лиманника, кормового мотыля. Ух, какой хороший, смотрите, кормовой мотыль, которого можно вот так вот давать в корм, пускай он будет чуть-чуть. Ну и у меня есть навозный червячок. Нарезаю вот кукурузу, потому что здешняя рыба любит запах кукурузки. Так. На правый я сейчас меняю наживку, ставлю червя. Если я не ошибаюсь. Нет, ничего не идет. И ничего даже не нашел.
мотыля не жмямкала. Давайте сюда попробуем на 2 белых опарышей. Так. Оп, ребятки, еще одна есть. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Еще какая-то рыбина. Фу-ху, еще одна плотвичка, ребята. Отлично. Отличненько. Оп, вот такая вот красавица. Сейчас вот перезабрасываю второй фидер, который под берегом стоит, который прям на русле. Так вот. И ставлю на него тоже опарыша, но 4 штуки. 4 штучки. Вот, начинаю нарезать опарыша потихонечку, чтобы добавлять в корм. Есть рыбка какая-то такая. Сейчас. Смотрим, кто у нас там. Кто это у нас тут? И это у нас еще одна плотвичка. Плоточка. Вот такая вот плотвичка. Постоянно, друзья, поклевывает. Я периодически проверяю разную наживку. Сейчас вот хочу проверить, что может что-нибудь возьмет на червячка с мотылем. Тар сегодня ничего не брала вообще, поэтому сыпала белого красного опарыша вместе и вот в баночке, видите, хотя не очень удобно, нарезаю этого опарыша, чтобы добавлять, так сказать, в корм. Учитывая то, что у меня насадочный как кормовой, я вообще насадочного вырежу, потом приму из-за кормового. Нет, да, смотрите. Оп, еще одна плотвичка. Плотвичка, вот такая вот плотвичка. Вот, есть. Походу, наконец-то есть. Если не отвалится, да, вот, наконец-то есть рыба. Получается на одного опарыша и на одного мотыля колечко. О, такая вот хорошая плотвичка. Отличная плотвичка.
Мусор, конечно же. Мгм. Но, возможно, и вода какая-то идет. Хоп, плотвичка на червя, кстати. О, видите, клюет. Ну, сюда. Сейчас. Рыба, подожди. Опа. Ай. Ну и наконец-то у меня, смотрите, кто клюнул. Поклевка была классная. И клюнул он на 2 опарыша с пучком мотыля. С точки, которая ближе к середине. Хороший карасик. Я рада. Я очень рада. Это прекрасная тенденция. Будем продолжать ловить. Может, еще клюнет Карасевич. И продолжаю кормить кормом. Суховатым, на мой взгляд, но мне впадло уложилось, честно говоря. Впадло. Хотя, может быть, это бы привело бы к поклевке на какой-нибудь рыбу покрупней. Так, ребят, как будто что-то побольше чуть-чуть идет. Сейчас посмотрим. Поклевка была хорошая, вы видели? Наверное. Сейчас. Что тут у нас? Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто это там у нас? Карасик, ребята. Карасик. Смотрите, кто у нас тут клюнул. Какой красавец. Сейчас. Во-во-во. Пошла. Хорошая поклевка была, не походу ничего нет. Нет, есть красная палка. Палка есть. Тоже там нет. Где-то снова, слушайте, клевала прям по-взрослому. Нравится ей здесь червь. Словно что-то поприличней. Взяла на 2 червячков. Наконец-то хорошая была поклевочка. Может, это карасик? Как вы думаете? Сейчас увидим. Да! Карасевич, карасек, карасек взял на червячка. Вот такой вот красавец. Ай, огонь. Огонь. Я хочу покушать. Без сала. Жизнь мне не мила. Здорово. Прекрасно. Я не ожидала на самом деле, что у меня получится сегодня что-то поймать. Я очень рада, что у меня клюет. Моченый чесночок.
Есть еще рыбка. Ого, густерок. Густерка пришла. Густершка. Есть, походу, ребят, что-то. Наверное. Я уже не знаю, может, какой лист прет. Ну, что там? Есть рыба какая-то, наконец-то. Вау, кто это там такой, а, засранец? Вот он, карась. О, кто там? Кто там идет? О. Есть рыба. Еще одна плотвичка. Оп, победыш. Все четко. Ну вот она берет, да, на этого. Ну я пыталась же им и карасика сегодня тоже поймать. Ну, больше всего, конечно, плотва. Кормила я сегодня прикормкой РС зимний готовый, универсальный. Готовый корм. Правда, на мой взгляд, он суховатый, и для рыбалки на течение ее необходимо доувлажнять. Потому что, может быть, из-за этого клевала слишком много плотвы, а не какой-то другой рыбы. Плюс в корм я достаточно активно добавляла животный компонент и нарезку из кукурузы. Поводки у меня были длинные, 0,12 диаметр, крючки разные я пробовала. На самом деле, хоть и на маленькие достаточно много поклевок, но за процент реализации совсем небольшой, поэтому пришлось немножечко увеличиваться, так сказать. Между прочим, Свислочь река, на которой я рыбачила больше всего. Раз. Из всех рек. Рыба идет снова, вот, пожалуйста. Я бросила абсолютно не в точку закорма. Я бросила вообще в другое место. Бросила под тот берег, где стоят другие рыбаки.
заметили, друзья? Блин, сразу на дверь, ребят, поклевка. Плотвичка. Невеличка. Плотвичка сегодня клевала на комбинации из червя, опарыша и мотыля. Она берет на все, кроме кукурузы. На кукурузу у меня сегодня не взяла ни одна рыба, да я и не сидела, и не ждала. Так. Ну-ка. Ого. Может, что-то и есть. Ну, листва точно есть. И рыба есть. Хе-хе-хе-хе. Карасик, ребятки. О-хо-хо. О, есть. Больше что-то. Так, ребят, сейчас посмотрим, что у нас тут. Кажется, что больше, потому что фидер очень нежный. Сейчас я вываживаю на ProSport Думчев с тестом до 80 грамм. Хорошая палочка, огонь. Приятно ей работать, конечно. Мне нравится, очень чувствительная, все хорошо очень чувствуется. Сейчас посмотрю, что за рыбка у меня там идет. Опа! Смотрите, какая плотвичка жирненькая, хорошенькая. Наетая, сразу видно. И самое интересное, что она, ребят, теплая, понимаете? Говорится, когда едешь куда-то на новое место, любой рыбе ты должен быть рад. Не знаю, как у кого говорится, но у меня говорится именно так. В общем, рыбу я наловила. Вот она у меня здесь вся плавает в ведерке, потому что я ее собираюсь отпускать. Не захотела даже разбирать садок, чтобы ее не травмировать. Самое интересное, что сегодня у меня попались 3 вида рыб. Это плотва. Вот такая. Это вот такие вот карасики, которых я не ожидала увидеть. Пару вот таких небольших густерок поймала. Карасик. Покажу, что он тут не один, а то вы не поверите. Вот такие вот карасики у меня сегодня здесь клевали. Хорошенькие. Все вообще вон сразу плывут. Сразу дёра дает. Клюет. Кстати, если брать, тянуть рыбу на хватом, вот только что вытягивала, она отрывается, сходит. И вот такая вот плотва снова клюнула. Надо собираться домой, ребята, тоже холодно. Друзья мои, подруги, если вам нравятся такие видео, то я думаю, что вам стоит уже наконец-то подписаться на мой канал, а не украдкой его поглядывать, как вы это делаете. Я знаю, есть такие люди. Подписывайтесь вы уже на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!